Ну что, друзья, посмотрела я на себя и думаю, нет, все-таки шляпы-то австралийской мне не хватает. Поэтому поехали, выберем шляпу, и все. И я буду полностью уже выглядеть как австралийка. Прошло 2 недели, как я в Элис Спрингс. Мне нравится пока все это, вообще вся эта затея. Мне нравится здесь природа, мне нравится получать этот новый опыт. И хотелось бы, наверное, сегодня немножко с вами поделиться своими мыслями, какими-то своими новостями. Во-первых, смотрите, какая история. Ну, шляпу мы купили, да? Ботинки я тоже купила. Также очень удивительно. Дело в том, что сколько я работала в ветеринарии, никогда у меня не было такого в жизни, чтобы у меня были джинсы и сапоги. Это мой дресс-код. То есть здесь, работая в ветеринарии, придется еще ездить в эти комьюнити, в общины с аборигенами. То есть мне нужно вообще-то иметь джинсы, кожаные сапоги и шляпу. Это моя униформа на сегодняшний день. То есть на случай, если вдруг меня может укусить змея или собаки. Здесь много собак всяких бездомных. Так, вот, кстати, о собаках. Вот мы подошли к динго. А вот и волк выглядывает. Австралийский волк или собака динго. Динго, вообще собака, может скрещиваться с обычной собакой, вообще домашней. И вот разница между динго и между обычной собакой домашней. Вот у динги, вот это динго, вот это вот череп, а это домашней собаки череп. И динго так воет, да, как, наверное, как волк, а собака лает. Ну, не все собаки лают. Ладно, пойдемте дальше. Так что вот это был интересный факт по поводу униформы. Поэтому я пошла в магазин, немножко раскошелилась, купила себе джинсы. Это единственную вещь, можно сказать, которую я вообще думала, зачем она мне здесь нужна в Австралии. Вот уж точно мне не нужно джинс никаких. Я не взяла, я взяла шорты, я взяла тонкие какие-то штаны. Ну вот джинсы не взяла, поэтому пришлось купить здесь. Ну и купила ботинки. Давайте я вам расскажу по поводу шляпы, это интересно. Дело в том, что я, когда пришла в магазин, я думала купить шляпу. Какую же шляпу, думаю, мне купить? Хорошо бы какую-то настоящую, чтобы это была австралийская, чтобы не было жарко, чтобы от солнца спасала, чтобы долго я могла пользоваться ей. Ну, в общем, так. Я пришла в магазин, начала смотреть шляпы. Одни были $100, там были 150, даже 50-70 можно было купить. Но мне начала продавец показывать эти вот шляпы Акубра. Я посмотрела, одела все и померила, но эти шляпы очень дорогие, $350-380 за шляпу. Но оно того стоит. Дайте расскажу вам немножечко об этих шляпах. Это компания Акубра, очень, скажем, такая популярная в Австралии. Это символ Австралии. Если ты видишь человека в такой шляпе, скорее всего, он или фермер, или просто фанат аутбека. А название Акубра вообще пришло из коренных австралийцев, и это значит головной убор. Эти шляпы делают из специального фетра, который делают из кроличьего меха, и порой на одну шляпу уходит до 12-14 кроликов. И занимает это примерно 6 недель для того, чтобы изготовить шляпу, а делаются они вручную. Эти шляпы держат отлично форму, не боятся ни жары, ни дождя, ну, в общем, настоящие такие бойцы в мире шляп. И если вы помните крокодила Данди, а, конечно, многие, видимо, смотрели, потому что мне написали в комментариях, так вот, как раз у Данди была такая шляпа. Во время Первой мировой войны такие шляпы носили австралийские солдаты.
Как правило, нужно выбрать такую шляпу на размер больше, потому что в течение месяца кожа сядет от вашего пота на лбу. Вот мне дали вот такие губки, видите, теперь я вставила ее впереди и сзади, и шляпа не спадает. А через месяц все будет в порядке, и носиться она будет совсем по размеру. Не могу поверить, что я снова одна. В заповеднике вообще одна я. Никого больше нет. Приезжайте, что ли. Хотела с вами поделиться еще таким интересным фактом, как продажа алкоголя в Элис Спрингс. Продажа строго регулируется, и вообще, вот смотрите, здесь не работает даже магазин алкогольный в воскресенье, понедельник, вторник. И в большинстве случаев не работает утром, вот кроме субботы. А в магазинах могут работать офицеры, контролирующие продажу. Обязательно надо предъявлять ID, это либо паспорт, либо права для покупки, независимо от возраста. И есть сухие зоны, где алкоголь вообще запрещен. В некоторых общинах алкоголь полностью запрещен. Все эти ограничения вообще связаны с борьбой против злоупотребления алкоголем и защитой коренных общин, поскольку проблема данная существует и достаточно наносит большой ущерб здоровью, и вообще преступность здесь достаточно высокая тоже, в основном из-за употребления алкоголя. Хотя не только, конечно, здесь детская еще есть преступность, но в любом случае алкоголь является достаточно большой проблемой. Если помните, кстати, у индейцев тоже была достаточно серьезная проблема алкоголь. Вот, так что вот интересно. А моя соседка ходила, покупала вино себе, и ее спросили после покупки, где она будет его употреблять. То есть даже такие вопросы задают. Еще не могу поверить, что я одна. Yes? You know what? Yes? It's not till 1:30, but I think this is a cinema. Oh, is it in there? Yeah, it's 1:30, but they said to me cinema. Oh, Oh, nice. maybe this is it. Oh, There we go, we found it. oh, beautiful. And this is nice and cool. It's good. G'day, mate. Большую часть своей прогулки в заповеднике я была вообще абсолютно одна. Вот только потом присоединился вот мужчина с ребенком. А это было шоу, и нам показывали эту сову. И только шоу было только для нас троих. И этот замечательный человек, который показывал нам, как общаться с совой, был очень любезен и отвечал на все вопросы. На сегодняшний день я очень рада, что все-таки я приняла это решение, что я сюда приехала. Австралия не моя страна жить. Я все равно очень действительно люблю Новую Зеландию. Вспоминаю хорошо, приятно. Даже недавно посмотрела одно видео, которое я сделала. Так я обычно не смотрю. Но, конечно, Новая Зеландия это такой, я считаю, очень-очень спокойный рай. Но если тебе нужно немножечко пощекотать нервишки, то, наверное, достаточно путешествий в год, как обычно делают новозеландцы. Они, бывает, уезжают на целый год, понимаете, куда-нибудь в Австралию, в Европу, живут. И мне кажется, это действительно хорошее дополнение вот так вот к жизни, потому что когда ты живешь спокойно, ведь кто бы мог подумать, у меня создалась очень приятная такая рутина, рутина в приятном смысле этого слова. Это имеется в виду распорядок. Все-таки я живу рядом с океаном, и у меня там есть и спортивные секции рядом, и все под боком. В общем, все хорошо. Вспоминается у Митяева песня есть такая «Почтовый чиновник». Если не слышали, послушайте, хорошая песня. Так вот, мне эта песня только на ум и приходит здесь, находясь. Но я не жалею, мне очень нравится. Во всяком случае, как на сегодняшний день, как все проходит. Спасибо вам за поддержку, тоже за вашу. Hello, how are you? Hello. Oh,
You are so beautiful. Oh, вау. Держи. Ой, мама. Лает. Достаточно крупные. У нас, кстати, в клинике бригада ездила на кастрацию кенгуру. Надо пить воду, не забывать. Нету желания, знаете, нету ощущения жажды. Но, к сожалению, когда уж вот это вот ощущение действительно обезвоживания приходит, уже поздно. Поэтому я просто себя насильно заставляю пить воду. Хотела рассказать вам по поводу змей. Как я только пришла первый день на работу, мне сразу дали вот такой вот лист. Лист, на котором напечатаны те змеи и ящерицы, которые обитают в Центральной Австралии, в Элис-Спрингс. Это руководство по идентификации змеи или ящерицы, официальный сайт, где можно увидеть, насколько змея ядовитая, не ядовитая или ящерица. Также есть правила поведения, если вы увидите змею. Сразу скажу, что змею убивать нельзя. Нужно позвонить, если змея ядовитая. Если вам грозит какая-то опасность, то в этом случае позвонить в службы, а змею просто релоцируют в другое место. Также интересные факты о змее. Ну и в общем и целом вся информация здесь. Мне понравилась фраза из этого руководства: «Подними трубку телефона, а не змею». Ну что, вернемся к моему листу. Итак, змеи и ящерицы, которые обитают здесь в Центральной Австралии, на самом деле не так уж много ядовитых. Вот первая ядовитая, вторая ядовитая, в основном коричневые это змеи. И вот третья ядовитая, видите, слева внизу красным обозначено. Мы их сейчас всех найдем живьем. Потом вот эта змея средне ядовитая, а эти зеленые вообще без яда, это просто питончики. И вот здесь вот справа ящерица. Это перентий, большая ящерица, это дракончик и вот это вот безногая ящерица. Итак, из ядовитых змей мы имеем западную коричневую змею, коричневую королевскую змею и скрученную змею. Из слабо ядовитых пустынная змея кнут. Ну и из неядовитых змей это в основном питоны. Вома-питон, ковровый питон и детский питон. Ну давайте теперь посмотрим воочию на этих ящериц и на этих змей, которых мы можем встретить в живой природе в Элис-Спрингс. Начнем с того, что я здесь только одна, и змеи, ну и сотрудники, а так больше никого нет. Я единственный посетитель в субботу утром. Эта змея ушла на концерт, а эта ушла в поход. Как будто улыбается вообще, лежит. Но красивый. Испугаюсь ли я, увидя такого в живой природе? Да, очень. А это перентия, это огромная ящерица, самая большая ящерица в Австралии, достигает до 2,5 метров. Хищник, очень быстро двигается, достигает его скорость до 20 километров в час, может вставать на задние лапы, у него хорошие такие когти, зубы, и яд у него есть. Но он избегает людей, то есть он, конечно, охотится в основном за птицами, за мышками. Очень красивая ящерица, большая, мощная. Нам приносили в клинику, к сожалению, этот погиб, его нашли на дороге. Но посмотрите, какой великолепный цвет, какая красивая ящерица. Ну и это последняя безногая ящерица, которая в нашем листе в руководстве. К сожалению, пустынная змея спряталась, так и не показала свое лицо. Но в основном мы увидели всех представителей, которые здесь обитают в Центральной Австралии. Спящая ящерица.
легко ее перепутать с экскрементами, мне кажется. Давайте посмотрим теперь крокодилов, которые водятся в соленой воде. Вообще крокодилы живут более севернее, но здесь, конечно, в центральной Австралии нет крокодилов, потому что здесь воды-то нету, и крокодилов нету. Ну, давайте посмотрим, как они выглядят. Ой, мама! Друзья, ну вообще страшно. Вот видите, он сейчас за спиной. Вообще страшно даже стоять, я здесь одна вообще. Он, конечно, не прыгнет. Ой, крутит головой, видите? Его Терри зовут. Вообще такие зубы. Вообще страшно стоять рядом с крокодилом. Я была в зоопарке, если помните, я делала видео в австралийском зоопарке, где Стив Ирвина зоопарк. Так вот, там много крокодилов. Но вот так вот, то ли потому, что он на уровне со мной одного роста, я не знаю, ну реально неприятно. Но он, конечно, впечатляет. Вообще вот этот вот соленый крокодил из соленой этой воды, он самая большая рептилия в мире. Слушайте, он огромный. Вот я сейчас стою напротив хвоста, он огромный. Пока, Терри, я пошла, мне надо идти уже. Ну, вы знаете, друзья, главное, что я увидела тех самых, которые опасные змеи, да, это вот эти вот коричневые. Потом, ну, в общем, всех в листе я нашла, поэтому теперь я знаю, как они выглядят, и буду, конечно, следить, чтобы на них случайно не наступить. Сегодняшнее мое видео подошло к концу. Я с удовольствием встречусь с вами в следующий раз. Всего вам доброго, мои дорогие друзья. Всего вам хорошего. Будьте здоровы и до новых встреч.